псориаз и так далее. Там кто-то писал: Андрей Андреевич, дайте рекомендации, болею псориазом, не знаю, как вылечиться. Для того, чтобы избавиться от псориаза, человек должен убрать полностью все продукты, которые могут бродить в кишечнике. Брожение в кишечнике — это пузыри в виде вот такой поднявшейся кожи. Именно поэтому все продукты брожения необходимо устранить. Что приводит к брожению? Это первое, это, допустим, салаты, глюкоза. То есть все, что может забродить. Вот суп, борщ, он может бродить. То есть пища должна быть такая максимально без дрожжей. Нельзя квас, алкоголь, сладкое. Все, что может все, что может между собой объединиться и начать бродить. Также продукты, которые возникли вследствие брожения. Кефир, далее квас, далее хлеб дрожжевой, далее алкоголь. Это продукты брожения и перегонка продуктов брожения. Этого ничего кушать, принимать нельзя. Лечится чем? Однодневный голод с приемом высоких доз лактобактерий. Это препарат, допустим, Linex. Можно принимать его. Допустим, вы один день голодаете, на протяжении дня принимаете 20-30 таблеток Linux. Далее это препарат моей компании «Здоровый желудок» или «Золотой желудок». Принимать до 10-20 таблеток тоже на протяжении дня в разное время. Препарат «Эмбрио Плюс» по 2 таблетки 3, 4 или даже более раз на протяжении всего лишь 1 месяца. После чего можете прекращать, но к сладкому и к продуктам брожения не возвращайтесь на протяжении 2-3 месяцев. За это время все абсолютно псориатические бляшки исчезнут, и вы будете в состоянии такого глубокого восторга. Все это время рекомендую использовать препарат Instamax, Эмбрио Плюс, эмбриональный эликсир для улучшения работы кишечника. По моему мнению, псориаз является реакцией организма на определенный вид бактерии. Она имеет название. Одна из разновидностей бактерий — энтероколи. То есть эта бактерия, она выявлена, она известна, она возникает у человека и начинает активно работать в случае, если у человека есть процесс активного брожения в кишечнике и аллергическая реакция на вот такой процесс брожения проявляется в виде псориаза. Устраняем брожение, лечим бактерии кишечника, на этом заканчивается само заболевание. Вот смотрите, допустим, еще зеленый чай. Необходимо в большом количестве принимать зеленый чай. Зеленый чай без всяких фитодобавок, не сладкий, принимать в высокой очень концентрации. Вот можно брать прямо мой чай матча, который продается в моей компании. 1 чайная ложка на стакан воды, пить даже 2 раза заваривать. Можно принимать в день 2, 3 или даже 4 раза в день. А порошок, который остается после того, когда вы заварили матчу, можно смешать с салом свиным и накладывать на места псориаза. Это тоже очень помогает. Чай зеленый. В Японии есть целые... Японцы не болеют практически псориазом. Почему? Потому что и псориаз тем людям, которые приезжают в Японию, лечат рыбьим жиром, коллагеном рыбным и зеленым чаем в сорта белый. И вот таким чаем вылечивают или излечивают большинство заболеваний. И, как показала практика, правильно делают. Эта система у них запатентирована. Очень рекомендую. Пожалуйста, можете использовать. Ну, на этом наш вебинар закончен. Я постараюсь продолжить отвечать на ваши вопросы, но уже в письменном виде. Прямо сейчас постараюсь это начать делать. С вами был Андрей Дуйко. Быть здоровым легко, поможет Андрей Дуйко. Помните мои слова о том, что, скорее всего, новый виток вируса у нас появится уже через 1-2 месяца. Именно поэтому для вас же было бы полезным одевать или носить маску. По поводу того, что вы привиты и не будете болеть, я бы не рассчитывал на это, потому что если количество людей, болеющих данным заболеванием, превышает критическую норму,
то даже привитый человек может быть заболевшим вторично, но уже кого-то заразить он не сможет. Именно поэтому не стоит этого бояться. Всегда помните, что в случае, если вы заразились вирусом или начали болеть, начинайте с симптомов или начинайте спасать себя от осложнений. Не зацикливайтесь на том, чтобы лечить само заболевание, искать противовирусные препараты и так далее. То есть начинайте сразу же с применения антибиотиков. Это была моя рекомендация. Как ранее, так и сейчас я рекомендую начинать именно с этого. Ну, еще раз желаю всем здоровья, до свидания, берегите себя, мы все нужны еще этому миру. До свидания. Обязательно ставьте свои комментарии под данным видео. Также поддерживайте мои видео, публикуйте их на своих страницах, в своих же социальных сетях. И таким образом вы поддержите меня и поддержите мое желание в дальнейшем быть полезным обществу. Давайте все вместе сделаем мир людей лучше, сделаем людей здоровее и поможем людям избавляться от заболеваний. И делать это будем стараться экологично.